Всем привет, друзья! С вами канал Power Device. В этом ролике поговорим, как удалять системные приложения из оболочек смартфонов Xiaomi, а также Realme. Я покажу, как именно удалять эти приложения, а также покажу, как их отключать. Как всегда, расскажу многие нюансы по этой теме и вообще для чего все это нужно. Сейчас у меня в руках смартфон от Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Если зайти в его настройки, приложения, все приложения, 3 точки, показать все приложения. Здесь мы увидим все приложения, которые предустановлены на ваш смартфон системой, а также приложения, которые вы устанавливали сами. К примеру, найдем приложение «Календарь», зайдем в него. Здесь невозможно его удалить, можно удалить только его обновление. Также, к примеру, зайдем в приложение Google Chrome. Здесь будет то же самое, его невозможно удалить с вашего смартфона. Все это потому, что данные приложения системные, и они предустановлены на вашем смартфоне. Но я предположу, что такие приложения вас могут не интересовать, пускай они будут на вашем смартфоне, скажете вы. Но также есть такие приложения, например, как MSA. Это приложение собирает данные с вашего смартфона, относится оно именно к оболочке MIUI. Естественно, это приложение также невозможно удалить. Также бывалые пользователи Xiaomi знают, что есть еще второе подобное приложение – Analytics. Сейчас покажу первый способ, и это отключение приложений. Отключить можно вот такие приложения, например, как Google Chrome и так далее. Вторым же способом можно будет удалять такие приложения. Подчеркну, именно удалять, вырезать их из системы, а не усыплять. Это большая разница. Все это сейчас разберем на смартфонах Xiaomi, а потом перейдем к смартфонам Realme. Итак, давайте зайдем в приложение Play Market. Слышал, кстати, такие отзывы, что если здесь ввести приложение Chrome, именно оно у нас установлено, то через Play Market его можно удалить. Но это не работает. Удаляются только обновления. Именно для гибернации, для отключения таких приложений, вам понадобится скачать Redmi System Manager. После установки и открытия менеджера нажмите этот ярлык. Появляются все приложения, установленные на наш смартфон. К сожалению, здесь нет быстрого поиска, придется приложение искать вручную. Вот он, тот самый Chrome. Нажимаю на него. Отключить. Отключить приложение. Ярлык данного приложения пропал, так как оно ушло в гибернацию, то есть в сон. К слову скажу, что на Realme все это сделать гораздо проще, но до этого мы еще дойдем. Таким образом вы можете отключить, например, все гугловские приложения, которые находятся здесь. Видите, если на них удерживать, не появляется ярлык «Удалить приложение». Значит, это предустановленное приложение. Конечно, есть такие предустановленные приложения, например, как «Безопасность». Здесь также не появляется ярлык «Удалить». И если зайти в наше приложение в «Безопасность», здесь также невозможно его отключить, потому как это важное приложение для оболочки MIUI. Друзья, нюанс этого способа в том, что это только лишь отключение приложений, но не удаление его. Зайдем в тот же самый Chrome. Как видите, он по-прежнему занимает 32 мегабайтов памяти. Мало того, друзья, такие приложения, например, как Analytics, здесь вообще невозможно отключить. А вот с помощью второго способа все эти приложения можно вообще вырезать из вашей системы. Для этого идем в настройки, о телефоне, тапаем по версии MIUI много раз, пока вы не станете разработчиком. Теперь идем назад, расширенные настройки, внизу для разработчиков. Здесь двигаемся немного вниз, находим пункт «Отладка по USB», включаем его, соглашаемся с условиями, ОК. После включения отладки по USB есть еще два способа удаления приложений. Через LIDB, но этот способ, друзья, он всего лишь также усыпляет приложения, а не удаляет их. Я вам его не буду показывать. Покажу другой способ, который полностью стирает эти приложения из вашей системы. Также, конечно, покажу, как их восстановить. Сперва идем в Play Market и скачиваем приложение APK Extractor. После того, как вы скачали APK Extractor, открываем его, нажимаем поиск, пишем здесь по-английски MSA. Клацаем по данному приложению. Появляется надпись «Извлечено». Шагаем назад. Теперь в поиске пишем Analytics. Точно так же по нему клацаем. Теперь идем в проводник, хранилище, и здесь находим такую папку. Экстракт от APK. Открываем ее.
Вот оно, первое приложение с моего смартфона MSA в форме APK. А вот Analytics. Теперь, друзья, вам понадобится программа на ваш компьютер, называется Xiaomi ADB Tools. Ссылку на ее скачивание я оставлю внизу в описании под роликом. Данная программа выглядит таким образом. Отладку по USB на смартфоне мы уже включили. Теперь подключаем наш смартфон кабелем USB к компьютеру. Включаем передачу файлов. Далее на компьютере в запущенной программе нажимаем кнопку Debloater. Теперь, друзья, вот в этом окне у нас появляются все приложения, которые мы можем полностью вырезать со своего смартфона. Здесь, конечно, далеко не все системные приложения, которые можно вырезать, но здесь все те приложения, которые можно безопасно вырезать из вашей системы. Вот она первая, видите, Analytics, и вот она внизу MSA. Выделяем их, нажимаем «Удалить». Появляется надпись, она означает, что все успешно. Теперь, друзья, эти приложения полностью вырезаны из вашей системы MIUI. Далее в нашей программе нажимаем кнопку Reboot System. Телефон перезагружается. Чтобы было все достоверно, давайте зайдем в настройки, приложения, все приложения, 3 точки. Показ системных приложений у нас включен. В поиске пишем MSA. Как видите, такого приложения здесь нет. Analytics также вырезана. Кстати, именно про эти удаленные приложения можете просто загуглить и почитать. Они действительно собирают информацию с наших смартфонов. Их удаление экономит ресурсы вашего смартфона, а также батареи. Теперь, друзья, что касается смартфонов Realme. В первую очередь, если вы совсем новичок и вы не знаете, как удалить на смартфоне Realme вот такие приложения бесцветные, то их нужно просто открыть, нажать на такое приложение, нажимаем его «Установить». После этого, как оно установится, его спокойно можно удалять. Идем далее. На смартфонах Realme, точно так же, как и на Xiaomi, есть такие приложения, которые невозможно просто так удалить. Например, также нажимаем на приложение Google Карты, его невозможно удалить. Если в него зайти, здесь также нет кнопки Delete. Но, друзья, на смартфонах Realme есть один большой плюс. Если на Xiaomi нам понадобилось приложение Redmi System Manager, то на Realme он уже встроен в оболочку. Видите, на таких приложениях есть кнопка «Отключить». Мы просто ее нажимаем, «Отключить приложение», вводим свой пароль, данное приложение усыпляется в системе, и его ярлык пропадает. Таким образом, на смартфонах Realme, так же как и на Xiaomi, можно отключать много вшитых приложений. Теперь как же их включить обратно? Зайдите в настройки, приложения, управление приложениями, 3 точки, показать системные процессы, вписываем название того приложения, которое вы отключили. В моем случае я пишу карты. Включить. Данное приложение может появиться на последнем рабочем столе, а не там, где оно было. Таким образом, друзья, на Realme можно отключить, например, вот эту Яндекс.Ленту или Google Ленту. Для этого зайдите в настройки, все те же приложения, управление приложениями, 3 точки, показать системные процессы. У меня сейчас стоит Яндекс.Лента, как вы уже видели. Чтобы ее отключить, здесь в поиске пишем Hi Ассистент. Выбираем это приложение, отключить. Как можете видеть, оно без проблем отключается. Кстати, чтобы его обратно включить, нажимаем «Включить», потом перезагружаем смартфон, после этого оно снова появится. Ну и также, друзья, по аналогии, как со смартфонами Xiaomi, покажу здесь, как вырезать полностью из прошивки такие приложения. Вот в приложениях тот же Chrome. Зайдем в него, как вы уже поняли, здесь нет кнопки «Удалить», можно только «Отключить». Так же, как и на Xiaomi, после отключения оно уходит в сон, в гибернацию. Использование его памяти остается 52 мегабайта. То есть оно продолжает занимать место на вашем смартфоне. Пока что я его включу. Теперь зайду в настройки, об устройстве, версия. Клацаем по номеру сборки много раз. Теперь мы разработчик, идем назад, дополнительные настройки, внизу для разработчиков. Двигаемся немного вниз, отладка по USB, ОК. Запускаем на компьютере все ту же программу Xiaomi ADB.
Подключаем наш Realme к компьютеру. Нажимаем «Передача данных». В программе на компьютере кликаем кнопку «Debloater». Всплывает сообщение «Отладка по USB», нажимаем «Разрешить». Еще раз на программе нажимаем кнопку «Debloater». Появляются все вшитые приложения, которые мы можем удалить. Повторюсь, это именно удаление, а не усыпление приложений. Они навсегда стираются из вашего смартфона. Поэтому, друзья, как и на Xiaomi, рекомендую вам скачать программу APK Extractor. И перед тем, как удалять какие-то приложения, вы можете перевести их в APK. И если они снова вам понадобятся, вы сможете их легко установить. Смотрите, зайду в ту же папку Google. Вот оно, приложение Chrome, которое можно только усыпить, но не удалить его. Теперь на программе выбираю Google Chrome, удалить. Захожу сюда, оно исчезло. Теперь оно полностью стерлось с нашей системы. К слову говоря, APK-экстрактор для таких приложений, как Chrome, не нужен. Это приложение снова легко можно скачать из Play Market. Вот оно, просто нажмите «Установить». Ну а если вы, например, хотите удалить калькулятор или календарь со своего Realme, то это возможно сделать. И такие приложения лучше заархивировать через APK-экстрактор. Также, друзья, если вы хотите, чтобы я сделал подборку приложений, которые можно удалить или усыпить, как на Xiaomi, так и на Realme, пишите об этом в комментариях. Подберу список таких приложений, после удаления которых ваши телефоны будут работать лучше. Не забывайте, после удаления каких-то приложений на программке нажимайте Reboot. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите их в комментариях, постараюсь помочь. На этой ноте буду завершать обзор. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. Пока-пока.